Привет! В этом видео я покажу, как создать трекер бюджета в Notion шаг за шагом. С помощью этого шаблона вы сможете установить бюджет для различных категорий, такие как развлечения, арендная плата за жилье, расход на транспорт и так далее. А также посмотреть свои общие расходы и оставшийся бюджет на месяц. Итак, начнем. Создадим новую страницу, назовем ее трекер бюджета, сделаем на всю ширину. Добавим иконку. Можем выбрать любой цвет. Далее нам необходимо создать две базы данных. Первая база данных будет категории. Сделаем ее в табличном виде. Вторая база будет расходы. Сразу можем скрыть эти названия. И далее для минималистичного вида можем брать эти полоски, перейдя в Edit View, Layout и выключив показ вертикальных линий. Также поступим здесь. Далее можем переназвать первые свойства. Name переименуем в название. Свойство text удалим по ненадобности. Далее создадим свойство number, назовем его месячный бюджет и выберем формат валюты, допустим, рубль. Добавим несколько категорий расходов. Напишем примерный бюджет. Далее сделаем вид более красивым. Добавим иконки к каждой категории. Откроем конкретную страницу, нажмем Add Icon и выберем подходящую. Теперь добавим блоки заголовков, а также разделитель для более эстетичного вида. Для этого сделаем отступ. Через полоску напишем, допустим, заголовок 3. Назовем категории. Можем сразу дублировать и перенести вручную сюда. Напишем расходы. Далее добавим разделитель. Через полоску напишем дивайдеры. Также здесь сделаем отступ и повторим. Теперь займемся базой данных расходов. Добавим свойство number. Назовем сумма. Отформатируем по рублю. Добавим свойство даты. Сразу можем формат выбрать 24 часа. Назовем дата. Сразу также можем перенести дату вперед, допустим, название дальше, сумма после чего. Добавим также свойство Files and Media. Назовем чек или квитанция. И добавим поле заметки. Не нужные для каждой оплаты, а лишь иногда можем сразу скрыть с вида. Они также все еще останутся в виде карточки. Добавим примерные расходы. Итак, теперь свяжем две эти базы данных. Добавив свойство Relation, выберем категории, покажем в категориях расходы и поставим лимит на одну страницу. То есть у одного расхода может быть одна категория и не более. У категории же может быть бесконечное количество расходов. Нажмем Add Relation. Сразу здесь можем поменять иконку, а также поменять иконку здесь. Подставим категории по нашим расходам. Приведем немного в порядок вид. Теперь займемся базой данных категории. Добавим свойство Rollup. Это свойство будет брать данные отсюда и показывать их здесь. То есть, допустим, суммировать расходы по определенной категории и показывать нам возле этой категории. Пока ставим так. Для того, чтобы расходы суммировались за конкретно период, который нам нужно, в данном случае месяц, а не за все время, мы добавим свойство формула в расходы. Назовем, допустим, за месяц. Также можем сразу поменять иконку, поставим number. Иконочку.
Далее напишем незамысловатую формулу. Format date, now. Итак, что делает эта формула? Мы сравниваем две даты, приводя их к одному формату перед этим. Дату сейчас и дату, которая выбрана здесь. Если даты совпали, то есть, грубо говоря, если месяц у даты январь, как и сейчас январь, в этом случае нам выведется сумма. Если бы месяц был, допустим, февраль, в данном случае 0. То, что нам и нужно. Также сразу поменяем формат здесь. Edit Property. Поменяем в рубль. Теперь свойство Rollup. Мы выберем базу расходов. Property подставим за месяц. Calculate Sum. Как видите, теперь по каждой категории суммируется и показывается данные отсюда. Также здесь можем сразу это скрыть, как и зайдя в карточку, тоже можем скрыть. Так, в принципе, нам эта информация не нужна. Теперь в базе данных категории мы добавим такую простую формулу, как остаток. То есть будем высчитывать, сколько осталось у нас из месячного бюджета остатка после расходов. Месячный бюджет минус Rollup. Также приведем к единому формату. Далее добавим еще одно свойство. Формула. И назовем это прогресс. Также сразу выберем иконку. Формула будет состоять в том, что мы Rollup делим на месячный бюджет. Таким образом мы получим, какой прогресс у нас по бюджету. В данном случае, допустим, мы потратили 30% от бюджета. Чтобы убрать числа после запятой, мы воспользуемся функцией round. Умножим на 100, после чего разделим на 100. Теперь только два знака после запятой нам будет показываться. Формат поменяем в процент. А также добавим визуализацию. Допустим, это будет полоска. Цвет можете выбрать, какой вам захочется. Скроем расходы. В каждом из столбцов можно воспользоваться калькулятором, допустим, чтобы подсчитать количество категорий или подсчитать общий месячный бюджет, подсчитать, сколько всего мы потратили или сколько у нас осталось. Единственная проблема в том, что Rollup не обладает таким свойством, как поддерживать валюту. Для этого мы создадим еще одно свойство, формула, и просто впишем здесь Rollup. После чего мы можем воспользоваться калькуляцией сумм, а формат выберем рубль. Назовем траты. Rollup можем скрыть. Траты перенести сюда. Спустя время расходов окажется слишком много, и они будут просто очень долго уходить вниз. Для этого воспользуемся функцией группировки. Точнее, чтобы этого избежать. Групп отсортируем по дате, точнее сгруппируем по дате. Date by месяц, то есть нам будет показываться траты по месяцам. И отсортируем сначала новые. Теперь, открыв каждый из месяцев, этим ползунком вы можете посмотреть общие расходы. Здесь также есть калькуляция. Можем, допустим, вписать сумма. Теперь нам будет показываться расходы по конкретному месяцу рядом. Даже можно не открывать его. Далее, чтобы усовершенствовать наш бюджет, можем сразу рядом с New нажать New Template и добавить здесь иконку. Иконку, смотрящую вниз, допустим, оранжевого цвета. Установив этот шаблон по умолчанию, мы получим вот какой результат. Теперь, создавая новый расход, у нас сразу будет иконка. Последнее, что мы добавим,
это показ расходов по каждой из категорий. Для этого рядом с кнопкой New мы создадим новый шаблон. Назовем новая категория. Иконку, в принципе, можем не добавлять. Воспользуемся табличным видом и сошлемся на расходы, на существующую базу данных. Далее выберем фильтр. Фильтр будет категорией, новая категория. То есть фильтроваться будет по вот этому шаблону. Итак, как это работает? Допустим, мы же зайдем в жилье, воспользуемся этим шаблоном. После загрузки нам будет показываться расход только лишь по этой категории. Как видите, здесь показываются только эти расходы. Фильтр автоматически устанавливается на жилье, так как здесь был применен шаблон, который мы только что создали. Если вы хотите получить шаблон трекера бюджета, не создавая его шаг за шагом, а просто нажав кнопку Duplicate, для этого можете воспользоваться нашим сайтом 262 Notion. Зайдя на него, на главной странице, вы увидите как раз этот трекер бюджета. Просто нажимаете кнопку «Получить шаблон», после чего вас перекидывает на Notion, и вы спокойно нажимаете кнопку Duplicate, после чего выбираете пространство, которое необходимо, или авторизуете здесь, и получаете этот шаблон совершенно бесплатно. Надеюсь, это видео показалось вам полезным. Увидимся в следующем.